Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узорчиков уже вот очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции в виде плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки, не устаю говорить это каждое видео. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши предложения. Я к вам с новым узорчиком, с ниточками уже такими перемотанными. Мы с вами уже с ними давно-давно-давно работали. Так, смотрите, вот это ниточки Yarn Art Baby, уже просто перемотанные моточки. Это 100% акрил. В 50 граммах 150 метров. Есть моточки в 100 граммах 300 метров. Это тоже самая толщина. И что нам здесь советуют производить по поводу крючка? Так, смотрите. 3,5 миллиметра. Угу. Итак, мы берем 3,5 миллиметра. Вот. И будем с вами вязать новый узорчик. Как всегда, вы можете брать любые ниточки, какие захотите, да, потолще, потоньше. Естественно, вы можете взять образцы, какие вы захотите, также подлиннее, покороче и так далее. И цвета вы можете брать любые. Либо, может быть, брать один цвет, 2, 3, 4, 5 остаточки ниточек, как угодно. Давайте начнем с серых ниточек. Можем, конечно, с любых, но начнем с серых. Кто давно на моем канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек, да, вот именно из таких вот ниточек из акрила. Ниточки эти удобны чем? Что средней толщины, да, и крючок тоже средней толщины. Вам видно, вам понятно, вы учитесь, а дальше уже применяете на том материале, который у вас есть. Итак, сегодня с вами наберем 31 воздушную петельку. Так. Раппорт узора у нас будет состоять из 6 петелек. Схемки, к сожалению, нет. Я просто увидела образец и давно вязала образец, так скажем. Поэтому, смотрите, наблюдайте за руками. Итак, петелька фиксации. Все как всегда. Теперь набираем 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот наш будущий образец. А дальше, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Угу. Теперь от крючка считаем 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Ныряем в 5-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. У нас получился столбик с накидом. Шагаем в следующую петельку нашей цепочки косички и точно так же провязываем столбик с накидом. И в следующую петельку, и так далее, и до конца ряда мы с вами провязываем столбики с накидом. Это уже непосредственно сам узорчик, то есть это не вспомогательный ряд. Не забывайте, что вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы делали, это тоже столбик. Поэтому по итогу вы его тоже считаете. Если вы набирали точно так же, как и я, 31 воздушную петельку, должно получиться 31 столбик с накидом. Понятно, да? Все, давайте вот так вот провязывайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, я надеюсь, у вас получилось, да? Вот такая вот дорожка. И смотрите, вы можете продолжать дальше этим же цветом, но я хочу поменять цвет и показать новичкам, кто еще не умеет, да, менять, как это происходит. Вот, если мы делаем это в конце ряда, мы можем делать и в середине ряда, да, по узорчику, когда у вас будет. Вот показываю в конце ряда. У нас на крючке остаются 2 последние петельки, да, от столбика. Так вот эти 2 последние петельки, неважно, у нас был столбик с накидом, без накида, с 2, с 3 накидами, именно 2 последние петельки мы провязываем новой ниточкой. Оп, видите? То есть как бы ряд еще серенький, но желтая ниточка уже в вязании есть. Итак, дальше делаем по узорчику, сколько необходимо петелек. В моем случае 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Подтянули серую ниточку, так, подтянули желтую ниточку. Видите? Все красиво, ровненько, аккуратненько. Поворот. И вот теперь смотрите, вот, получается, я провязала вот этот первый, да, столбик. Сразу же провязываю второй столбик столбиком с накидом. И считаю вот этот столбик, да, получается, как он первый кромочный, тоже столбиком. Раз столбик, два столбик. Дальше провязываем 3 столбик с накидом. А четвертый, смотрите внимательно, накид. Ныряем в ниже стоящий ряд, вот так вот. Столбик окружаем, так. Столбик получается у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Но смотрите как.
вначале одну петельку, а потом 2, 2. Поняли? Почему? Потому что у нас как бы столбик будет чуть-чуть пониже опускаться, да? А так у нас должно быть все ровненько. Итак, раз, два, три, четвертый провязали. 5, обычный столбик. 6, обычный столбик. 7. Вот, 7 столбиков, из которых четвертый, вот именно с краешку, так вот, да, вот здесь вот, будет у нас столбиком рельефным лицевым с накидом. Далее, воздушная петелька. И внизу в стоящем ряду пропускаем тоже один столбик. Провязываем следующий столбик. Столбик обычный с накидом. Раз. Второй столбик, смотрите внимательно, провязываем точно так же рельефным лицевым столбиком с накидом. Оп. Одна петелька, 2, 2. Следующий столбик, третий, обычный столбик. Четвертый, обычный столбик. Пятый, обычный столбик. Угу. Далее, опять воздушная петелька. Перепрыгиваем один столбик в следующий столбик серенького ряда. Провязываем обычный столбик с накидом. Раз. Повторяем точно так же, как и здесь. Здесь у нас просто было начало. Угу, вы потом поймете, для чего у нас здесь так много столбиков. А так получается у нас 5 столбиков и один столбик мы пропускаем. Вот наш раппорт узорчика, 6 петелек. Итак, первые 5 столбик провязали. Второй рельефный лицевой столбик с накидом. Третий столбик обычный. Четвертый столбик обычный. Пятый столбик обычный. После пятого столбика воздушная петелька. Опять столбик пропускаем. И опять считаем первый столбик с накидом. Второй рельефный лицевой столбик с накидом. Одна петелька, 2, 2. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. Пятый столбик с накидом. Опять воздушная петелька и столбик в сером ряду, да, пропускаем. И следующий столбик провязываем обычный столбик с накидом. Второй столбик будет рельефным лицевым столбиком с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. И пятый столбик с накидом. Вот, вместе с вами провязала целый ряд. Не сложно? Не сложно. Повторяйте, и у вас получится. Угу. Так, и теперь смотрите, приступаем к следующему ряду. И здесь я хочу присоединить новую ниточку. Вы можете продолжать этим же цветом, можете переходить на первый цвет. Я присоединю третий цвет. Смотрите, оставляю 2 последние петельки, да, столбика. И в моем случае это будет уже белая ниточка. Я беру белую ниточку и последние 2 петельки провязываю белой ниточкой. И по узорчику у меня тут 3 петельки подъема. Раз, два, три. Подтягиваю желтенькую, подтягиваю беленькую. Видите, все аккуратно. Поворот. Теперь смотрите, я провязываю столбики, вот эти первоначальные столбиками с накидом. Второй столбик, да, столбик с накидом. Третий столбик, столбик с накидом. В моем случае здесь получается четвертый столбик будет рельефным и изнаночным. Видите, здесь он был лицевым. Я сохраняю рельефность. Вот таким вот образом беру крючком, да, столбик у меня сзади, вытягиваю ниточку и провязываю точно так же. Одна петелька, 2, 2. Это называется рельефная изнаночная. То есть я сохраняю рельефность. Рельефность будет только с одной стороны. Это получается у нас четвертый столбик. Провязываю пятый столбик с накидом. В окошко ныряю шестой столбик с накидом. И следующий столбик желтый тоже провязываю седьмой столбик с накидом. Есть. И вот когда я уже провязала в окошечко и в следующий столбик, я буду возвращаться обратно к окошечку. Смотрите как. Накид. Нырнула в окошко, вытянула ниточку, подтянула. Не провязываю, стоп. Еще раз, второй раз накид, точно так же. Стоп. Накид, точно так же. Стоп. Четвертый раз. И также пятый раз. И вот когда я 5 раз так сделала, 5 петелек, 5 накидов, я все вместе провязываю за один раз. Оп. И обязательно зафиксировать. Угу. Вот такая шишечка, бубочка у нас получается. Далее воздушная петелька. И смотрите, вот этот вот первый столбик, получается, желтый мы уже провязали. Вот этот мы пропускаем, потому что мы только что сделали воздушную петельку. И значит, начинаем мы с третьего столбика. Столбик с накидом обычный. А второй столбик, смотрите, у нас будет рельефный. Мы сохраняем рельефность, поэтому у нас будет рельефный изнаночный. Угу. Одна петелька, 2, 2. И дальше опять также провязываем. Третий столбик обычный.
Ныряем в окошечко, 4 столбик. И следующий столбик, 5 столбик. Есть. Все, столбики с накидом обычный, только второй столбик у нас был рельефным изнаночным. Точно так же опять возвращаемся к этому окошечку и провязываем вот такую же шишечку. Итак, повторимся. Накид, ныряем в окошко 1, вытянули ниточку. Накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4, накид сюда же 5. Все вместе провязали, зафиксировали обязательно. Воздушная петелька. И опять вот этот первый столбик, да, желтенький, пропускаем, второй пропускаем, в третий. Провязываем точно так же. 1 столбик с накидом, второй у нас будет рельефным изнаночным. Вот так вот окружаем его. Оп, вытянули ниточку. 1 петелька, 2, 2. Третий обычный столбик с накидом. 4 столбик с накидом в окошечко. И 5 столбик с накидом в следующий желтый столбик. Угу. Все. И вот такая у вас будет красота. Давайте до конца ряда самостоятельно. Сейчас вы провяжете шишечку. Так, не забудьте зафиксировать воздушную петельку. И опять 5 столбиков, из которых второй будет рельефным. Угу, изнаночным. И опять шишечку. Зафиксировали. Воздушная петелька. И опять провязывайте столбики. Не забудьте про рельеф изнаночный. Договорились? Давайте. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите. Вот провязали, получается, до конца. Да? И вот сделали последние 5 столбиков. Первый обычный столбик, второй рельефный изнаночный, третий, четвертый, пятый. Пятый столбик мы провязываем в третью петельку подъема предыдущего ряда. И здесь вы можете продолжать вязание этой же ниточкой, можете переключаться на вторую, там, на первую ниточку, да, как хотите. А возможно, у вас будет уже 4-я ниточка, а может быть, вы делаете из остаточков, да, узорчик. Смотрите, я буду присоединять первую ниточку. Первый цвет у меня будет серый. Итак, 2 петельки на крючке. Вытягиваем нашу серую ниточку аккуратно, чтобы сильно не затянуть. Смотрите. Оп, и провязали. И сразу 3 петельки подъема. 1, 2, 3. В этом случае серую ниточку я не затягиваю, потому что у меня край зажулькается. Я подтягиваю только лишь беленькую ниточку. Все, красота, поворот. Итак, первый столбик готов. Провязываем с вами второй столбик с накидом обычный. Третий столбик с накидом обычный. 4-й столбик с накидом. Смотрим, да? Вот у нас был рельефные лицевые столбики. Мы, значит, здесь провязываем рельефным лицевым. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. Угу. Это у нас 4 столбика. Далее 5 столбик провязываем в столбик. 6-й в нашем случае здесь столбик будет. Вот в это окошечко. Нырнули, провязали. 7-й столбик мы провязываем вот. Смотрите. Видите? Вот наша шишечка. И следующая петелька, наша петелька. Ныряем и провязываем 7-й столбик с накидом. Есть. А теперь смотрите. Делаем накид. И наша задача провязать точно такую же шишечку, вернуться обратно вот в это окошечко. Итак, ныряем в окошечко, вытягиваем ниточку. 1. Накид точно так же 2. Накид точно так же 3. Накид точно так же 4. Накид точно так же 5. Опять провязываем все вместе и фиксируем. Видите? То есть в одну сторону шишечка смотрит, в другую сторону шишечка смотрит. Теперь воздушную петельку. Так. И мы с вами, получается, пропускаем вот эти вот 2 столбика. 1, 2. И с третьего начинаем провязывать. Столбик с накидом обычный 1. Второй столбик рельефный лицевой. Столбик с накидом 2. Третий столбик обычный столбик с накидом 3. В окошечко ныряем 4-й столбик с накидом. И вот наша шишечка, да, вот нашу петельку вот в эту вот ныряем и провязываем 5-й столбик с накидом. Теперь опять точно так же возвращаемся в окошечко и провязываем нашу шишечку. 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И так далее, и так далее. Перепрыгиваем сразу же вот к этому столбику, который перед рельефным. И точно так же провязываем опять 5 столбиков с накидом. Не забываем, что второй будет рельефным. Угу. В нашем случае здесь получается лицевым. Все. И так далее до конца ряда. У вас будет получаться вот такая вот интересная, такие вот шишечки. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, опять довязали до конца ряда. И провязываем, получается, последний наш столбик. Вот в третью петельку подъема белого ряда, да? Вот в чем преимущество показывать непосредственно новичкам в разных цветах,
что не запутаетесь, да, где, что, куда. Итак, провязываем 2 петельки, оставляю опять 2 петельки, потому что хочу опять поменять цвет. Следующий у меня будет желтый. Ну, вот так вот захотела, да? Повторюсь, вы делаете, как вы хотите, как вам удобно. Итак, последние 2 петельки провязываю желтым. Желтый не тяну, краешек, чтобы не зажулькать. И у нас дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Подтягиваю только лишь серую ниточку. Идем дальше. Поворот. И опять провязываем. Смотрите, первый столбик мы сделали. Провязываем второй столбик с накидом обычный. Третий столбик с накидом обычный. Четвертый столбик, помните, да? Вот у нас идет рельефный. В данном случае он будет рельефный, изнаночный. Потому что мы должны сохранить рельефность с одной стороны. Вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. Все. Следующий у нас столбик опять идет. 5 в этом случае, да, с краешку. Обычный столбик с накидом. 6 в окошечко провязываем столбик с накидом. И 7 вот за нашей шишечкой-бубочкой в петельку ныряем, провязываем столбик с накидом. И точно так же, опять же, возвращаемся в окошечко. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И опять перенаправляемся, пропускаем вот эти вот 2 столбика и начинаем провязывать с третьего. Раз, рельефный, изнаночный. 1 петелька, 2, 2, 2. Потом третий столбик. Ныряем в окошко, 4 столбик. И вот петелька за шишечкой, 5 столбик. Все, несложно? Вообще не сложно. Теперь ваша задача, видите, какая получается лицевая сторона. Помимо того, что здесь будут на шишечки шагать в таком порядке, у нас здесь еще и будут полосочки такие вот рельефные, разделять. Будет очень-очень красиво. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Угу. И посмотрим, что у нас в итоге получается. Давайте встретимся через несколько рядочков. Договорились? Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Смотрите, какой образец получается большой за счет акрила. Он получается у нас в данном случае односторонний, видите? То есть с одной стороны у нас будут рельефные столбики, видите, вертикальные такие. И вот такими вот лесенками поднимаются такие вот интересные шишечки. Очень интересно будет смотреться в кофточках, в кардиганчиках. Снуд, смотрите, шикарный получится снуд. Можете одноцветный, можете разноцветный, какой угодно делать. Интересно? Интересно. Давайте замерим. Сколько у нас получается? Мы набирали 31 воздушную петельку. Если это же плотность вязания, этот же крючок, да, это же пряжа. Это у нас получается 21 сантиметр. А здесь получается у нас каждый цвет, да, один ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Сколько это будет? Это будет, ну, практически 15 сантиметров, да, вот так вот, 15 сантиметров. Очень интересно, очень необычно. Смотрите, он тянется. Гляньте как. Для снуда, думаю, вообще будет шикарно. Необычно, шикарно. Пряжу можете использовать любую. Смотрите, если вы будете использовать летнюю пряжу, да, хлопочек микрофибра, это будет топичек, маечка, да, на лето. Если вы будете использовать пряжу потолще, естественно, это может быть кардиган, кофт, да, такие массивные, большие. Ну, в общем, смотрите, идей море. Как всегда, я жду в комментариях ваши идеи. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Подпишитесь обязательно, потому что впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это новое интересное появится на канале. И обязательно делитесь своими друзьями, подружками. Под видео находится стрелочка «Поделиться в соцсетях». Делитесь. Заранее спасибо большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. До новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.